Привет всем! Это в этом видео я, конечно, пока не буду раскладывать карты. Просто очень хочется с вами поделиться одной страшной историей, которая была в моей жизни. И, может быть, она вас где-то остановит от необдуманных каких-то порчей, приворотов, негативов, которые вы стараетесь делать в сторону других людей, да. Я не буду говорить о каких-то результатах, которые были, но скажу я вам одну историю. Как-то у моего мужа были проблемы, и решила я его так чистануть хорошо. И на всех его там врагов навести какие-то определенные обратки, скажем это так, назовем это так. И вот пошли мы на кладбище. Правда, выбрались мы после моей работы, когда у меня не было времени раньше быть на кладбище, но дело не требовало отлагательств. И, в общем, мы собрались. Я собрала то, что мне нужно, и взяла его с собой на кладбище. Это, кстати, я раскладываю Некротаро 13. Просто листаю карты, чтобы с вами просто поговорить. Так вот, пошли мы на кладбище. Уже стемнело. Кладбище уже было такое полузакрытое, то есть на нем не было открытых захоронений. Туда просто дохоранивали людей. Сделала я там свои дела. Мужу показала, как делать. И, в общем, стало темно. Очень темно, хоть с глаз выколи. Фонарь там горел один в 500 метрах от нас. В общем, жутковато было, да. Все равно ночью на кладбище ходить, это все равно жутковато. Это только уже такие смельчаки, оторвы ходят. В общем, возвращаемся мы. Мне стало уже самой как-то так не по себе. И как-то уже так, знаете, сердце начало колотиться даже от чего-то, от того, что ты тут на кладбище, ну, не один, и вас точно не двое, а кто-то все ближе и ближе, тем более там такие ритуальчики были разные. В общем, у моего мужа был второй телефон с собой. Это второй телефон, мой сломанный телефон, в который просто можно было отвечать на звонки, там не работал сенсор, то есть он не был таким активным. Я отдала ему этот телефон, давным-давно им не пользовалась, и он с ним так похаживал. У него там стояла карточка, сим-карта такого телефона, о котором знали, ну, буквально два его друга человека, больше все, никто. И выходим мы с кладбища, я просто вылетаю с этого кладбища в калиточку, оборачиваюсь, смотрю за моим семенящим мужем, и вот все дошло у меня, например, в голове до такой жути, что я почувствовала, что когда я вышла с кладбища, мне стало очень хорошо, я как будто выскочила с очень опасного места, да, хотя я кладбище очень люблю на них ходить, я на них отдыхаю, да, но ночью это просто была жуть. Так вот, следом за мной семенит мой муж, тоже такой немного испуганный, немного сердце колотится, очко узкое, сжавшееся, грубо говоря, хвост от страха тоже подергивается, и когда он проходил через эту арку, именно в тот момент, когда он к ней подходил, как кто-то хотел его на том кладбище удержать, и в тот момент зазвонил именно этот телефон мой, который знают два его друга, два человека. Это телефон того оператора мобильного, которого, в принципе, он вообще и не пользовался. Эта карточка у него была такая старая. Зазвонил телефон, я подхожу, смотрю, кто звонит с ужасом в глазах, и я вижу еще с большим ужасом, кто это был. Там написан определившийся номер телефона и подписано «Дедушка». То есть это мой телефон, номер моего дедушки, записанный, наверное, он остался в самом телефоне. Это еще можно объяснить, это все фигня. Но он звонит. Я знаю, что мой дедушка сейчас в 300 километрах на тот момент сидел дома, либо спал, потому что это было достаточно уже поздно. И он не мог звонить. Тем более он не мог звонить
на эту карточку, потому что эта карта, сим-карта, которая была вставлена в телефон, о ней мой дедушка не знал. И я на 100% знала, что это звонит не совсем мой дедушка. Это был звонок с кладбища. Это был звонок от покойников. И знаете, у меня на тот момент дедушка мой был жив. Но я именно тогда поняла, что если звонит его имя, это уже звонок. Это звонок в прямом смысле этого слова. В общем, мы выбежали с того кладбища, гнали до дороги автомобильной, просто как больные, грубо говоря. Эту карточку, когда мы ехали уже в автомобиле, я сказала ему поломать и выбросить. Причем я позвонила своему дедушке и спросила: дедушка, ты сейчас кому-нибудь звонил? Он говорит: нет, не звонила, а что такое? Я говорю: а на телефон моего мужа ты сейчас не звонил? Он говорит: так я же даже и номера его не знаю. И он реально не... Мой дедушка реально не знал его номера. Сейчас прошло время, мой дедушка умер, царство ему небесное, да. И я эту историю так надолго запомнила, и прошло время. Телефон моего дедушки сейчас у моей мамы, и мне не дает покоя все равно вот этот такой звонок, да, с кладбища. Я попросила у нее посмотреть, не записан ли номер моего мужа у дедушки в телефоне. Нет, не записан. И он реально не звонил. То есть телефон моего дедушки в реальности не звонил, но он почему-то звонил на старом моем мобильном телефоне именно в тот момент, когда мой муж выходил с кладбища. Тут была такая опасность, что без определенного отката, если бы я мужа не вытащила, да, то была высокая вероятность того, что его бы туда затянули. Так что смотрите, на кладбище работать очень и очень надо осторожно. Кто не владеет особой информацией, как правильно делать эти откаты, как платить мертвым, как отвечать за свои слова, за свои действия, привороты, порчи, то не беритесь, пожалуйста, за это, не берите грех на душу. Ладно, это грех на душу, это одно, но когда в реальности у тебя случаются вот такие какие-то мистические вещи, то это очень и очень опасно. И реально, если бы не дедушка мой, наверное, тогда умер, может быть, была вероятность такая высокая, что могли бы забрать и моего мужа. Но, слава богу, этого не случилось. Так что не играйте с огнем. Да, мы с вами на канале очень часто гадаем. Я пытаюсь гадать не чаще. Я бы могла раскладывать это по 10 раз. Могла бы в интернете каждый день делать по 10 видео, там, где мы занимаемся одним и тем же, рассказываем, что он думает, что он делает, как на него воздействует. Но заметьте, да, на моем канале я никогда не буду вам говорить, как нанести негатив, хотя я в этом деле спец. Никогда. Потому что для людей очень восприимчивых, да, вы никогда не знаете, есть ли на вас защита, будете ли вы противостоять вот этому. И оно реально страшно, да. Вот, например, как бы я и не любила всю эту некромантию, да, я все равно боюсь. Я все равно боюсь, что меня неправильно поймут там, да. И потому за это надо платить, да. И я всегда знаю, я никогда не жалею ни денег, ни чего-то другого для того, чтобы расплатиться за то, что я сделала. Вот такая вот страшная история. У меня их много, я даже пишу такую небольшую книгу. Сама для себя, не для большой аудитории, сама для себя о всяких таких знамениях, которые были в моей жизни. Вот. Я просто такой создам плейлист, в котором буду рассказывать свои какие-то страшные истории, которые у меня иногда происходят, когда я работаю с черными силами, а я работаю именно с ними. Вот как-то с белыми у меня не получается.
Хотя, знаете, я ко всем религиям хорошо отношусь, к православию, да, к католицизму, к исламу, ко всем хорошо отношусь. В каждом есть сила, да. Например, когда я была в Италии, мне очень нравилось ходить по этим католическим костелам, мне нравилось. И я до сих пор люблю одного святого, Сан-Пио, у которого кровоточили там глаза, руки. Потому что всегда, когда я загадываю желание, оно сбывается. И, кстати, я попозже создам видео с моими приметами. И, возможно, мои приметы станут где-то и вашими приметами. Приметы, которые реально работают в моей жизни. Реально работают. Все, спасибо. Это была такая страшная история на ночь. Встретимся с вами в следующих наших гаданиях. Не бойтесь, за то, что вы гадаете, мы расклады делаем очень такие простые, которые, в принципе, ничего в себе такого негативного не несут. Да? Мы просто узнаем такие, ну реально семечки, которые, в принципе, к черной магии конкретного ничего не имеют. Но у меня на канале есть 2 видео, где я посредством карт снимаю порчу с человека, либо убираем соперницу. Просто это 2 таких вопроса, да, которые постоянно могут присутствовать в нашей жизни. И вот когда от одной женщины идет негатив к другой женщине, да, с этим надо бороться. И негатив из-за мужика, с этим надо бороться, вам никто не поможет. Кроме вас самих, да. То есть мы убираем соперницу, но, например, соперницу только в том плане, в котором она влияла на вас. Большего зла мы ей не делаем. Мы делаем ей обратку. Все, что она нам плохое желала, ей же и возвращается. А также есть такое видео, там, где мы чистим, снимаем с себя негатив с тела. И вот, кстати, многие чувствуют, что кому-то кружится голова, что-то кому-то где-то болит. Обратите внимание на то, что и где вам что болит. Потому что, скорее всего, удар был именно по этому органу. Если вам кружится голова, значит, скорее всего, вам влияли на ваш разум, на ваши мысли, говорили там какие-то плохие вещи, делали какие-то плохие вещи. Болит тело, само тело, туловище, значит, где-то куклу, наверное, какую-то использовали ваше изображение тела, да, что-то с ним делали такое. Ноги, ну, тут тоже понятно. Не бойтесь того, что идет, оно все сойдет. Просто кому-то больше времени надо, чтобы сошло, кому-то меньше. Ну и все. Спрашивайте, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я себе пишу на листике и в телефоне записываю те вопросы, на которые вы хотите знать ответы. И стараюсь делать видео под вас, потому что я работаю на вас, понимаете? Не для того, чтобы там что-то было. Я просто хочу помочь большему количеству девочек, женщин. Пока до мужчин не дошло, но с женщинами как-то проще работать в этом энергетическом уровне. Реально проще. Женщины, они намного такие глубже. Они все чувствуют, они эмоционально реагируют. С женщинами и сложнее, и в то же время проще. Женщины такие существа, которые намного ближе к волшебству, к магии, к такому вселенному, чем мужчины. Мужчины, они больше идут... Я не феминистка, но они больше идут реально как к животным. Это как домашние коты. Мы воспитываем наших домашних котиков. И пытаемся все удары, которые на нас приходят, пытаемся как-то отбить. В общем, как-то так. Все, спасибо за внимание. Спите сегодня спокойно, приятным сном, чтобы вам снились самые прекрасные сны. Кстати, если у кого-то нету мужчины, именно сегодня, кстати, но вообще-то можно даже делать это на протяжении всего января, да, до 19 января. Кто не замужем и кто хочет знать, какой будет у нее следующий мужчина, будущий мужчина, загадайте такое желание. Прикусите подушку
накройтесь одеялом, прикусите краешек подушки, уголочек, и сквозь зубы скажите, держа этот уголок: первый ангел скажет, второй укажет, третий милого покажет. Первый ангел скажет, второй укажет, третий милого покажет. И все. Спите, и вам приснится тот человек, либо те вот эти вот знаки приснятся, которые вам покажут определенного мужчину следующего в вашей жизни. Кстати, так и есть. Я это очень часто делала, когда у меня вообще мужчин, как говорится, не было. И я хотела знать, ну какой же он будет сейчас. А сейчас я сейчас уже таким не занимаюсь. Мужчин, в принципе, в моей жизни много, и табуны их. И, кстати, у кого много мужчин вокруг, это еще обратите внимание на свои способности. Возможно, где-то вы и ведьма, потому что чем больше мужиков за вами ходят, делают вам комплименты, это говорит не то, что о том, что вы такая красивая, замечательная женщина, сколько еще говорит о том, что вы обладаете магнетизмом, магией, волшебством. Все, спасибо за внимание, пока-пока.